Взрыв на севере Москвы. Признать РПЦ террористами предложили в Эстонии и навала нелегалов на польской границе. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Лукашенко наконец-то объяснил, почему белорусская армия еще не воюет в Украине. Мы с Путиным агрессоры, вы же знаете, нас куда-то в суд, еще куда-то. Каждый делает свое дело. Міністр енергетики призывает українців покупати генератори і пауербанки. Купуйте, готуйтесь, але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися. Ядерная опасность от постоянных атак по Запорожской атомной станции растет. Одна из таких атак привела к прямому попаданию в купол реактора 6-го энергоблока. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте поставить лайк этому видео и на других наших видео. Не забудьте оставить комментарии, свои мысли, они очень важны, это правда. Ну и чем больше лайков, чем больше реакций, тем больше YouTube показывает это видео другим пользователям. Поехали. В Эстонии предлагают признать РПЦ террористической организацией. Министр внутренних дел страны сказал об этом в одном из эфиров. Говорит, можно провести параллель с исламскими террористами, которые заявляют, что ведут священную войну против западного мира, против западных ценностей. Будем стоять крепко за Россию. Слава России! Министр говорит, что РПЦ ничем не отличается от этих исламских террористов. Учитывая весь контекст, у меня, как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить Рейгикону объявить деятельность патриархии, действующей в Москве, террористической и поддерживающей терроризм, чтобы, соответственно, министр внутренних дел мог обратиться в суд и предложить прекратить деятельность этой церковной организации в том виде, в котором она действует здесь. Это не затронет общины, и это не будет означать, что церкви будут закрыты, но это означает, что связь с Москвой будет прервана. Мы должны понимать, что сегодня московский патриархат подчиняется Владимиру Путину, который, по сути, руководит террористической деятельностью во всем мире, представляет угрозу безопасности Эстонии. Эта связь – угроза. Эстонская православная церковь Московского патриархата подчиняется Московскому патриархату, но в соответствии с планом не будет обозначена как террористическая организация. Она не подчиняется напрямую Московскому патриархату или патриарху Кириллу, и поэтому не может нести ответственность за его заявление о поддержке войны России в Украине, говорит министр внутренних дел Эстонии. Российского военного впервые обвинили в добровольной сдаче в плен. Издание «Медиазона» опубликовали информацию о том, что окружной суд Хабаровска рассмотрел апелляцию на арест военнослужащего, обвиняемого по уголовному делу о добровольной сдаче в плен. До этого его в СИЗО отправил Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд. Военнослужащего обвиняют в конфиденциальном сотрудничестве с другим государством. Этот случай стал первым по статье, которую ввели в Уголовный кодекс после начала так называемой частичной мобилизации. Ну и точно не последний. Автомобиль экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова взорвался на севере Москвы. Сам хозяин попал на видео, которое распространяется в социальных сетях. Он вроде как цел. Прозоров сам говорил, что несколько лет назад переехал в Россию. До этого, с 2014 года, сотрудничал с российскими спецслужбами. После бегства в Москву давал интервью российским медиа и передавал им информацию о ходе конфликта на Донбассе. В СБУ работал до 2018 года. Взрыв произошел, как только водитель завел двигатель. За последние 2 дня нелегальные мигранты 613 раз пытались проникнуть на территорию Польши со стороны Беларуси. Нарушители бросали ветки, камни в польских пограничников и применяли против них слезоточивый газ. Самая массовая попытка случилась несколько дней назад. Около 220 мигрантов пытались перейти границу. Горячие споры по поводу миграционного законодательства Евросоюза продолжаются. Европа и страны-члены должны эффективно защищать свои территории и должны эффективно контролировать свои границы, чтобы миграционная политика не была охвачена хаосом, беспорядком и отсутствием какого-либо контроля.
Со схожими проблемами сталкиваются южные страны, поэтому все больше таких представителей высказываются против предложенного Еврокомиссией нового миграционного законодательства. За последние годы мы добились прогресса на Европейском совете в признании важности внешнего измерения миграции. Именно мы, суверенные государства, должны решать, кто въезжает на нашу территорию, а не контрабандисты. И, конечно, это будет важным сотрудничеством между нашими двумя странами в обмене опытом по решению этой чрезвычайно сложной проблемы. В ООН отмечают, что атаки на украинские города становятся нормой для России. Нельзя сказать, что раньше для них это нормой не было, правда, но тем не менее. Российские атаки на украинские города и поселки превратились в ежедневные разрушительные действия. Это включает в себя интенсивные и систематические нападения на украинскую энергетическую инфраструктуру по всей стране. Мы потрясены ростом числа жертв среди гражданского населения в результате этих непрекращающихся атак. Тревожным напоминанием о серьезности рисках, связанных с этой войной, стало то, что в воскресенье Запорожская атомная электростанция Украины, крупнейшая в Европе и в настоящее время находящаяся под военной оккупацией Российской Федерации, впервые с ноября 2022 года подверглась прямому военному обстрелу. Провокации на Запорожской АЭС беспокоят уже даже и МАГАТЭ. Об этом говорит генеральный секретарь организации. Он призывает военных, принимающих решения, цитирую, «воздержаться от любых действий, нарушающих 5 конкретных принципов МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии и обеспечению целостности АЭС». И Рафаэль Гросси призывает международное сообщество активно работать над деэскалацией этой очень серьезной ситуации. В воскресенье прямые атаки на Запорожскую атомную электростанцию ознаменовали собой серьезную эскалацию угрозы ядерной безопасности в Украине, значительно увеличив риск ядерной аварии. Одна из таких атак привела к прямому попаданию в купол реактора 6-го энергоблока. Хотя повреждения конструкции не нарушили ядерную безопасность, это серьезный инцидент, поскольку удары по первичной оболочке реактора на ЗАЭС представляют собой ступенчатое увеличение риска для ядерной безопасности. 2 других нападения были совершены в непосредственной близости от основных зданий реактора и привели как минимум к 1 пострадавшему. Во вторник поступили сообщения еще одной атаке беспилотников и очередях из винтовок, что является зловещим признаком очевидной готовности продолжать эти атаки, несмотря на серьезную опасность, которую они представляют для ядерной безопасности. А украинцев тем временем готовят к блэкаутам и вероятным отключениям света из-за атак на енергосистему страни. Я завжди казав, тоді мене питали, чи купувати генератори, чи вони потрібні, чи там треба павербенки, чи треба мати. І я завжди казав, що коли міністр енергетики каже, що всі купуємо генератори, ну воно трохи лякає. Але насправді я хочу повторитися те, що я тоді казав, що так, купуйте, готуйтесь, але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися. Лукашенко наконец-то объяснил, почему Беларусь не вмешивается в войну полноценно, не вводит свои войска под своим флагом. Объяснение вышло так себе. России сейчас нужна такая Беларусь. Мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело. В деталях я вам не буду рассказывать, чем мы занимаемся и так далее. Я же не отказываю, что мы соагрессоры. Мы с Путиным агрессоры. Вы же знаете, нас куда-то в суд, еще куда-то хотят. Каждый делает свое дело. Но я прямо говорю, ни я, ни Путин, мы вчера тоже эту проблему обсуждали, мы не хотим, чтобы страдал братский нам народ украинский. Не хотим. Тем временем в Беларуси собираются провести военные учения в 2 областях – в Витебской и Гомельской, то есть на всем пространстве от Литвы до России. Принимать участие будут все военкоматы региона, а мы будем с вами за этим всем внимательно следить.
спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Как обычно, жду любой вашей реакции, потому что любая ваша реакция, лайк, комментарий или репост, она очень важна, потому что YouTube тогда показывает это видео и другие наши видео большему количеству людей. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.